Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как выполнить наращивание ногтей, чтобы они не ломались и не отслаивались? В этом видео все подробно, пошагово, от А до Я. Поехали! Сегодня вот такие ногти, на которые выполним наращивание. Тут есть старое покрытие, которое необходимо снять полностью перед новым моделированием. Очень важный этап – подготовка ногтевой пластины. Будем выполнять двумя способами – химическим путем и механическим, при поднятии чешуек пилкой, а также нанесением специальных адгезивных препаратов. Приподнимаем кутикулу апельсиновой палочкой и выполним аппаратную обработку. Для этого буду использовать твердосплавную насадку с зеленой насечкой. Покрытие у модели тонкое, поэтому насадкой работаю без давления. Движение справа налево. Снимаю не до ногтя, а до тонкого слоя, который доработаю пилкой. Для того, чтобы не было отслоек в зоне кутикулы, необходимо выполнить чистый маникюр. Предварительно матирую поверхность пилкой 180-240 грит. Длинные движения слева направо, в одну сторону. Тут же придаю форму свободному краю. Нахожу точку вроста, которая располагается ниже, и начинаю опил с нее. Наша задача максимально симметрично постараться опилить свободный край, чтобы форма быстро встала, без лишнего подрезания. Важно полностью убрать свободный край, в таком случае форма встанет верно. Если же он останется, то велика вероятность зазора между ногтем и формой, а также форма может опуститься вниз, и ноготь получится неправильной по архитектуре. Перед наращиванием можно выполнить любой вид маникюра, классический, с ремувером или аппаратный. Самое главное убрать птериги, которые стелятся на ногтевую пластину. Если его оставить, то скорее всего будут отслойки по периметру кутикулы. Срез можно выполнять сейчас на этом этапе, либо оставить на конец, после того, как вы опилите поверхность. Часто новички пилкой ранят кутикулу, поэтому разумнее будет оставить кутикулу на потом. Ну а я выполняю срез сейчас. Подпишитесь на другие мои социальные сети, там вас ждет еще больше полезной информации. Ссылки на них оставлю в описании. Складываю салфеточку пополам и убираю тщательно пыль. Самое главное, чтобы ее не было под кутикулой и в боковых пазухах. В случае, если ногти у клиента влажные, необходимо нанести специальное средство – дегидратор, которое дополнительно подсушит ногтевую пластину. В нашем случае ногти нормальные, и мы будем носить только праймер. Праймер – это средство, которое улучшает сцепку между натуральным ногтем и искусственным покрытием. Бывает двух типов – кислотный и бескислотный. Кислотно применяется в том случае, если плохо держится покрытие или ногти влажные, а во всех остальных случаях применяется бескислотный. Важен следующий момент, каким образом мы наносим праймер. Кисточку сильно отжимаем во флаконе, чтобы не было излишков препарата, и наносим в 3 движения – посередине, справа, слева. Оставшегося препарата нам хватает на другие ногти. Избыток праймера также приводит к отслойкам. Подождите некоторое время, пока праймер испарится. Теперь можно приступать к нанесению базы. Можно использовать специальный базовый гель для моделирования или базу для гель-лак системы. Самое главное, чтобы эта база хорошо держалась на ногтях клиентов. Она может быть как пластичная, rubber, так и твердая, hard. Свободного края нет, поэтому пластичность не будет влиять на носибельность. Базу наносим тонким слоем, без выравнивания. Опустите палец клиента вниз, для того, чтобы не было затеков под кутикулу. В таком случае материал, гель, также туда затечет и будут отслойки. Базу наношу максимально близко к кутикуле, в стык. Просушиваем в лампе столько, сколько рекомендует производитель. Следующий важный этап – это выбор форм для моделирования ногтей. Они бывают на бумажной основе, пластиковой или алюминиевой.
Алюминиевые очень хорошо держат арку, не раскрываются во время просушки материала. Пластиковые могут раскрываться от нагрева. Бумажные бывают различной конфигурации. Самые популярные вот эти, чаще всего их покупают новички. Они не самые хорошие, но тем не менее мастера их постоянно покупают. Хочу показать вам формы, которые одинаковые на первый взгляд, но на самом деле первые мягкие и на практике они раскрываются во время просушки. И вторые более жесткие. Просто посмотрев на них, мы никогда не узнаем, какой липкостью они обладают, насколько прочны и удобны в работе. Поэтому формы всегда необходимо тестировать. Я свое предпочтение отдаю формам на металлизированной подложке, на алюминиевой. Но поскольку эти чаще всего встречаются, выполним моделирование на них. Базовое покрытие имеет остаточную липкость. Для того, чтобы во время примерки шаблона не прилипла пыль, снимаем липкость. Подготавливаем шаблон. Отрываем одну штучку, ножницами разрезаем по перфорации и вырываем серединочку. Также ее можно вырезать ножницами. Первый этап правильной постановки формы, ее нужно скрутить, для того, чтобы она повторила изгиб ногтя. И в таком скрученном состоянии подносим к ногтевой пластине. Мы будем выполнять форму натуральный миндаль, где формочка ставится ровно с легким намеком вниз. Например, на средней форма подходит хорошо, у меня нет зазора по центру. А если посмотреть на указательный, вниз мы сильно поставить не можем, потому что форма опустится и ноготь визуально будет вниз растущим. В таком случае необходимо поставить шаблон ровно. Если мы ставим шаблон ровно, то мы видим зазоры от точки вроста до шаблона по боковым сторонам. Так оставлять нельзя, сюда попадет материал и будут сломы. Для того, чтобы убрать эти зазоры, необходимо вырезать форму вглубь на такое же расстояние. Можно даже ножницами продавить, сделать себе пометку и затем вырезаем. Тут важен зоркий глаз, чтобы сделать эту дырочку симметричной. Очень часто ученики вырезают несимметричные, потом ноготь получается перекрученный. Поэтому проверяйте себя и развивайте глазомер. Смотрим, чтобы центральная линия на форме совпала с центральной осью на пальце. В моем случае нужно еще немного подрезать. Теперь шаблон стоит хорошо, без зазоров. Но если оставить так, ноготь получается широким по точкам ногтевого вроста и получится лопатка, как говорят наши клиенты. А нам все-таки хочется изящной архитектуры. Поэтому для того, чтобы формочка встала более правильно, мы сделаем насечки из точек вроста по диагонали. Раскрываем ножницы и вырезаем насечки длиной в 5-7 мм. Еще раз проверяем. Наш шаблон готов. Пока вы только учитесь, лучше вырезать и примерять все 5 форм и только потом устанавливать на ногти, чтобы они не падали. Делаем то же самое. Конечно, изначально постановка форм кажется невыносимо трудной, ужасной, но когда у вас будет больше практики, вы будете очень быстро вырезать шаблон буквально за 30 секунд. На среднем последняя фаланга уходит в сторону, а мы форму разворачиваем ровно, чтобы сделать правильное направление. Часто можно встретить комментарии: зачем вам все эти трудности, вырезать шаблоны, ведь можно оставить так. Да, можно, но в таком случае архитектура ногтей получится неправильная, ногти не будут носибельные и, скорее всего, сломаются по точкам вроста. Приступаем к самому трудному этапу постановки форм. На самом деле не все так сложно, как кажется. Необходимо один раз понять, отработать, отпрактиковать, и тогда из раза в раз будет получаться все быстрее и быстрее. Но нюансов действительно множество. Аккуратно снимаю шаблон с формы, держу его за самый край, чтобы они сильно не прилипали к перчаткам. Склеиваем ровно и симметрично. Это крайне важно для того, чтобы ногти получились четкими, ровными. Поскольку мы делаем форму миндаль, то мы можем заузить кончик в острую иголочку. И виден первый минус этих форм. Я все правильно склеила, четко, ушко к ушку, но видно, что центральная ось уходит в сторону.
Это говорит о том, что разметка на данной форме нанесена несимметрично, и в таком случае тоже ногти могут получиться не совсем ровными. В этом и есть главный минус таких шаблонов. Подносим шаблон к ногтю и устанавливаем в стык. Важно, чтобы шаблон не упал под гипонихий, под кожицу, под ногтевой пластиной. В таком случае получится зазор. И прикрепляем задние ушки. На этом указательном как раз хорошо виден гипонихий, кожица выступающая. Если поставить форму под нее, вот тут у нас получается щель, небольшой зазор. Отклеиваем ушки и устанавливаем форму, вытягиваем чуть-чуть на себя, между ногтем и гипонихием, этой кожицей. Клиенту не должно быть больно. Если больно, это говорит о том, что вы очень сильно стараетесь натянуть форму вверх. Смотрите, ноготь даже белеет от этого. Так делать не нужно. Просто ставим в стык и следим за ощущениями клиента. В таком случае никаких щелей не будет, и материал с внутренней стороны будет отрастать аккуратно, без ступенечек. Пока что окончательно форму мы не ставили, с вами только слегка приклеили ушки, и важно проверить симметричность. Приложите палочку, пилочку через 3 фаланги пальца, через центр кутикулы, и видно, что центральная линия на форме немного уходит в сторону, ноготь получается закрученным. Открываем ушки и поправляем таким образом, чтобы формочка стояла ровно. Даже небольшое отклонение на большой длине будет заметно. Это не так критично, если длина небольшая, но нужно все равно на это смотреть. Склеиваем плотнее форму под пальцем и обжимаем. Это самый важный этап. Обжимаем симметрично, делая при виде сверху треугольничек. Никаких боковых сторон не должно быть видно, то есть форма абсолютно обжата под ноготком. Делаем по одному ногтю, поставили шаблон и выкладываем подложку, чтобы они не слетели. Часто новички ставят шаблоны на все ногти сразу, и когда собираются выкладывать материал, они уже успевают упасть. В работе будем использовать гель молочного оттенка. В данном случае средняя вязкость, которая хорошо распределяется и самостоятельно разравнивается. Если вы только учитесь, то вам будет проще работать гелем высокой вязкости, он не так сильно будет растекаться. Для работы с гелем можно использовать специальную синтетическую кисть, но для того, чтобы выложить подложку аккуратно, можно использовать тонкую кисть. Набираем небольшое количество материала, устанавливаем на шаблон и затем вытягиваем нужную нам длину, кладем палец клиента на бок и стыкуем материал с точкой вроста, немного поднимая его вверх. Это очень важные места, в которых не должно оставаться зазоров и дырочек. Постепенно, как будто рисуем френч, формируем свободный край. Обязательно кладите палец на бок. Если сделать просто диагональную линию от точки вроста до свободного края, то после моделирования ноготь будет казаться вверх растущим. Правильно же сделать сначала прямую линию и только затем плавный подъем вверх. Вот так. Использую измеритель для того, чтобы сравнить длину со второй рукой. Перед постановкой в лампу поднимите стекший материал к центру. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Нюансов очень много. Чтобы выполнять наращивание правильно, без ошибок, рекомендую присоединиться к онлайн-вебинару, который пройдет 19 апреля в 18:00, на котором мы рассмотрим самые популярные ошибки при наращивании ногтей. Расскажу, как устанавливать шаблоны. Будет интересно, переходите по ссылке в описании, присоединяйтесь. После того, как просушили, можно снимать шаблон. Прожимаю форму, чтобы образовались воздушные карманы между материалом и формой. Отклеиваю верхние ушки и снимаю всегда вниз, чтобы не сломать столь тонкую подложку. И моделируем подложку на следующем. Все то же самое. Склеиваем, смотрим за симметрией, делаем острую иголочку, раскрываем, устанавливаем шаблон между ногтем и гипонихием, смотрим на симметричность. Можно отвернуть руку от себя, чтобы ее проверить. И еще раз подчеркиваю, главный момент – это хорошо обжать форму под пальцем. Старайтесь сразу работать четко, чисто, чтобы впоследствии меньше пилить. Если шаблон был поставлен правильно, то нет необходимости поджимать ногти. Поджимаем только в том случае, если ногти у клиента трапециевидные,
широкие, или, например, при просушке форма раскрылась, и такое бывает. Отправляем на просушку. Подложки готовы, и теперь у нас два пути. Мы можем полностью выложить моделирующий материал или на этом этапе снять липкость и оформить свободный край. Тут важно работать предельно аккуратно, чтобы не сломать такую тончайшую подложку. Посмотрите, как мало нам пришлось пилить, потому что все было выложено аккуратно, без натеков. Убираем пыль и приступаем к выкладке моделирующего слоя. Теперь буду уже использовать широкую кисть. Опустите палец вниз, чтобы не было затеков. Полностью прокрашиваем периметр. Твердый материал не должен быть покрыт глубже, чем база, иначе будут отслойки. Набираем большую каплю материала, ставим на наивысшую точку и кистью под 45 градусов распределяем материал в зоне кутикулы. Постепенно стягиваем на свободный край. Кистью работаем как по воздуху, она у нас сильно не проникает в материал. Обязательно соблюдайте опору мизинцем той руки, в которой у вас кисть. Тогда все получится очень аккуратно и быстро. Тонкой кистью можно поправить, дать материалу направление. Перед постановкой в лампу обязательно переворачиваем, чтобы отцентровать материал. Посмотрите на ровность блика. Если он ровный, без преломлений, отправляем на просушку. Во втором варианте, без опила, мы выкладываем моделирующий слой, а после просушки уже будем пилить форму. Сначала тонко промазываем, создавая влажную поверхность, на которую ставим материал для растекания. Важно, чтобы у кутикулы не было объема материала, который может привести к отслойкам. Сводим его на нет. Опиливаем и продолжаем выкладку. Кстати, если ваш гель очень жидкий, можно его немного загустить, поставив в холодное место, например, в холодильник. Снимаем липкий слой и приступаем к опилу тех ногтей, где изначально мы не пилили подложку. Придаем форму свободному краю длинными покачивающимися движениями. Оформляем пиковую часть. Затем положите палец клиента на бок, заведите пилку под материал и опилите нижнюю параллель. Если видите натеки материала, их нужно опилить по поверхности. Вот так несколько взмахов пилкой, и ноготь уже готов. Остальные ногти по поверхности оставляем так. Если есть наплывы, их опиливаем. Мне нравится немного собрать боковые стороны, чтобы ноготь был более узким. Сравните попарно ногти, они должны быть равны. Для сглаживания поверхности пройдемся бафом. Теперь обезжириваем поверхность, убираем всю пыль после опила и покрываем топом. На этом этапе также опустите палец вниз во избежание затеков. Топ мы выбрали с шиммером. Наносим средний слой, кладем кисточку лежа и проглаживаем поверхность. Перевернем на 10 секунд, чтобы топ разровнялся. Отправляем на просушку. Наш результат. Обязательно попробуйте данную технику, я уверена, у вас получится. Также смотрите другие видео по наращиванию ногтей. Всем успехов! Пока-пока!